Наша пресс-конференция посвящена паломничеству российских бизнесменов по израильской пустыне в канун праздника Пейсах. Мы начали эту традицию в прошлом году. Первый наш такой поход в пустыню был в прошлом году, в апреле, тоже перед праздником. Вот, и мы шли, слава Богу, одни, а тут нас провожали камеры, встречали камеры, и мы были как-то немножко обескуражены этим. Есть несколько аспектов вот, каждого из спрашивающих, многих из спрашивающих интересуют разные аспекты этого похода. Начнем их снимать вот как я знаю, как капустные листы. Первый внешний аспект это непосредственно, скажем, физическая нагрузка. То есть, что это не очень легкая вещь. Особенно это было видно в этом году, что те люди, которые шли второй раз, вот я, Юра, Бенни, мы достаточно легко, это первый день сразу видно, мы эти 10 километров маханули намного легче людей, даже, может, физически моложе нас и физически более подготовленных, но которые в пустыне впервые. Это такой вызов. Мы сейчас обсуждали, что там буря нас застала на второй день. Я говорю, что я немножко, не то что это испугался, но озаботился, сможем ли мы, опять же психологически, потому что потом, когда мы пошли, то все было, ничего страшного, мы прошли и успели, и все нормально. Вот это первый аспект, физический. А второй аспект, скажем, возьмем еврейский национальный. Это мы шли, многие путают, говорят, что мы шли путем Моисея. Это не совсем так. Потому что Моисей не вошел в землю Израиля, Моисей ходил по другим пустыням. Поэтому, может быть, мы шли, что-то было похожее, пустыня там и пустыня здесь, но это был скорее не путь Моисея, это мы шли, скорее всего, путем паломников, евреев, которые шли на Пейсах в храм, когда во времена храма, первого, второго храма, была такая традиция, чтобы принести жертву именно в храме, вот, и люди с разных концов земли, а уже даже в те времена евреи жили в разных местах, не только в земле Израиля, не только рядом с Иерусалимом, и шли вот этими дорогами в Иерусалим. Наиболее известный человек, еврей, который шел вот так же на Пейсах в Иерусалим, наиболее известный в христианском мире, его звали Иешуа, тот, который шел, но он не принес жертвы в храме, правда, он почему-то изгнал рядом с храмом тех как раз людей, которые торговали жертвенными животными и меняли деньги, потому что жертвенные животные можно было рядом с храмом приобрести только за шекели, а люди приходили со всего мира, поэтому меняли эти деньги свои на шекели. Но это как бы, вот это вторая сторона, она разная, но она имеет тоже несколько аспектов, но, скажем, такая еврейская традиционная составляющая. Третья составляющая, это такая российская, все-таки те люди, которые были, даже те, которые присоединились к нам, мы россияне, мы Российский еврейский конгресс, это российская организация, и это было тоже такая, как заявка, можно сказать, что мы живем здесь в России, вот, и мы пытаемся соблюдать еврейскую традицию, и никто нам в этом не мешает. Ну и, конечно, многие говорили, что только сумасшедшие русские могут от нечего делать, собраться идти в пустыню. Но это тоже такой, скажем, такой отдельный аспект. Это скорее не российские СМИ, израильские СМИ примерно с такой стороны задавали нам вопросы. Четвертая сторона – это внутренняя, когда вместе с людьми проводишь какое-то время, а там такая абсолютно общежитская обстановка, то есть спали в шатре, рядом стояли эти 15 матрасов со спальниками, и всем было очень приятно вспомнить молодые годы, когда мы все были молодыми,
и общались совершенно на другие темы. Вот. Это тоже очень приятно, очень интересно, и такой отдых, физическая нагрузка, но эмоциональный отдых, и много вопросов, много обсуждали, то, что нас беспокоит как еврейское сообщество, как россиян, как отцов, как дедов. То есть вот примерно такие несколько аспектов нашего паломничества. Основа нашей группы, это бюро Российского еврейского конгресса. У нас было 5 человек. Значит, вот мы, здесь с Зельвенским, были Фридман, Михаил и Герман Хан, и был Мирилашвили Михаил. Вот это 5 членов бюро. У нас было 2 члена президиума Российского еврейского конгресса. Это Захаряев Герман и Артур Юнаев. Вот. И у нас были активные члены. Вот. Значит, Домбровский возглавляет попечительский совет по увековечению памяти жертв Холокоста. Значит, и были еще с нами несколько человек. Были гости приглашенные, такие, кто очень хотел. Но у нас избран новый президент Евроазиатского еврейского конгресса. Был такой известный человек по фамилии Машкевич, Александр Антонович. Сейчас его возглавляет, может быть, менее известный Шульман Вадим. Машкевич был родом и бизнесмен из Казахстана, Шульман корнями с Украины. Вот он хотел, и он был. Я назвал имена тех, которые был, но не менее громкие имена есть тех, кто не попал, кто очень хотел. Кому же вы поставили шлагбаум? Были очень достойные люди, просто у нас был овербукинг, да, поэтому не очень удобно об этом говорить. Человек, что пострадал дважды, один раз, что он не попал, а второй раз, что в каком-то мы обязательно их возьмем. Это были люди, были кое-кто из России, были люди, бизнесмены, скажем, такого международного, даже не знаю сказать, выходцы с Украины. Были такие люди, мы их обязательно возьмем, постараемся взять на будущий год. Был такой человек, который сказал, тоже выходец с Украины, который сказал: возьмите меня, я оплачу все расходы. Я говорю: слушай, у нас уже совсем немножко культура другая, наши парни могут обидеться на такое предложение, ты больше никому, я никому не скажу, что ты такое предлагал, потому что ребята могут обидеться. Так что у нас немножко все по-другому, каждый платит сам за себя, так что это может обидеть. Все, кто участвовал в походе, их участие было обусловлено благотворительным взносом. Да, поэтому мы заинтересованы как раз в привлечении новых людей. С другой стороны, мы не можем увеличить до бесконечности количество участников. Тогда пропадет та интимная атмосфера и то, что можно создать внутри похода для самих этих людей, для обсуждения серьезных вопросов. Поэтому мы, с одной стороны, ограничены количеством, с другой стороны, мы хотим привлекать новых людей, и поэтому это совершенно нормальная история, что каждый год у нас будет какое-то ядро постоянных участников или людей, которые уже ходили, которые будут заводилами этого дела, и с другой стороны будут новые люди, которые присоединятся к нам, причем, я надеюсь, присоединятся не только на поход, но и к занятиям благотворительности в России. Да? И это одна из задач очень важных.